А смотрите, что я привез из Сингапура. Две новиночки от Zelos в линейке Helica в размере 39 миллиметров. Ну что, сейчас немножечко подраспакуем и уже поговорим про них детальненько. Итак, значит, линейка у нас Zelos Helica, версия 39. Там вышли модели как 39 мм, так и 42. У меня обе 39, кажется, немножко более актуальны. Новиночки от Эльшана. И кто не смотрел видос мой про Сингапур, там я рассказывал про Эльшана. И на стриме, кстати, рассказывал очень детально. Обязательно рекомендую посмотреть. Я не мог не вернуться из Сингапура, сами понимаете, с чем-нибудь от Zelos, да, и вот эта версия, на самом деле, по-моему, это любимая у Эльшана, я так понял из разговора, но, может быть, ошибаюсь. В общем, там разные циферблаты с разной, собственно, отделкой, с разными материалами. Вот фиолетовый, это Vesper версия называется, здесь циферблат Fume с гильюше, такой красивый, радиальный, такое интересное, сочное, яркое, я бы сказал, сочетание цветов, яркие часы. Прикольно, нравится эта версия. И у одной и второй версии, естественно, кастомный диск даты в механизме. А механизмы здесь Miyota 9015, да, и в цвет и здесь, ну и по всем остальным моделям, которые есть у Эльшана. 100 метров водозащиты, сапфировое стекло, Superluminoma C3 BGW9X1. И по предзаказу цены были такие. Здесь, кстати, не сказал еще красный опал камень, да, то есть абсолютно разные у нас здесь циферблаты. Ну, в целом, понятно, что дизайн и корпуса с браслетами одинаковые. И по предзаказу красный опал был $529 и $499 был Vesper, да, с фиолетовым циферблатом. Ну, давайте, наверное, давайте по красным будем более детально проходиться. Ставки значит, на фиолетовый буду тоже показывать, чтобы не удлинять лишний раз ролик. Давайте сразу по размерам пробедемся, потому что мы уже с вами поговорили, да, про все. 39 здесь с небольшим, с 39,1 я считал, ну, базово там 39. Высота 11,7, по браслету 20, и от ушка до ушка, достаточно длинные ушки, 45. Получается, да? Мое запястье 18,5. Слушайте, а я так думаю, что вот эти часы будут интересны. Ну, понятно, это знаменитые браслеты от Эльшана, всегда классно, но я думаю, что эти часы будут интересны и на разных ремешках. Кстати, браслет шикарный. Ну, про него чуть позже поговорим. Но вот он садится на запястье вот как родной, просто вот очень аккуратно, очень мягко. Вот прямо стелется. Кстати, волосы не задирает. Ну, шикарно. Круто. И давайте покажу, как выглядит фиолетовая версия. Ну, совершенно разные представления, да, у этих часов. Они по-разному смотрятся, по-разному ощущаются на запястье. Пишите, кстати, в комментариях, что вам нравится больше. Значит, смотрите, да, у нас получается минимализм по циферблату, то есть накладные метки, логотип Zelos и вот здесь окошко даты. С читаемостью даты не очень хорошо, но мне нравится как раз именно так. И, кстати, какая текстура здесь сочная на красном, Она так переливается немножко от алого до даже там есть желтые такие вкрапления в этом опале. Шикарно. И читаемость на высоте, потому что очень-очень контрастно. Кстати, в версии фиолетовой, наверное, читаемость может быть чуть похуже. С другой стороны, яркий здесь. Яркий люм на этих часах, и, по-моему, тоже очень контрастно, очень хорошо считывается. Узкие ушки. И вот мне именно поэтому кажется, здесь было бы классно попробовать что-нибудь на ремешок, может быть, даже именно базовый какой-нибудь матовый черный, и чтобы оттенять как раз циферблат. Но это мое мнение, да. Браслет низко сидит. Здесь корпус, мы видим уже часть этого круглого корпуса, и он в целом как будто бы обхвачен, да, такой вот как рукой. С одной и с другой стороны такое ощущение, да, что вот как будто вытаскивается из браслета. Но нет, здесь вот именно длинные ушки. Потрясающее качество по браслету, ну, мы другого от Zelos и не ждем. И есть система быстрой замены, задняя крышка с логотипом, с основными характеристиками. Это лимитка, каждая версия по 150 штук. И на момент записи ролика уже раскуплены большинство моделей, по-моему, красных уже нет, вот эти, по-моему, в каком-то небольшом количестве еще остались. Ну, у Zelos всегда все очень быстро разбирается, так что тут как кто успел, тот успел. Значит, на полном браслете что у нас по весу получается? 144 грамм, немного. Для часов, где браслет, то тут, смотрите, запасик-то какой, запасик-то, за сантиметров 6.
И посмотрите, какая застежка. Это произведение искусства. Ну, во-первых, она красивая сама по себе, да, и достаточно тонкая. Здесь логотип прям класс, да. Во-вторых, здесь есть вот такой вот кнопочка. Нажимаем с каждой стороны. И можно удлинить браслет где-то на полсантиметра. Очень быстро это все делается. И это круто. И посмотрите, с обратной стороны то же самое. Есть такая же кнопонька. И мы тоже удлиняем браслет. Если хотим, то он у нас становится длиннее. Это ли не технологическое совершенство? Ой, посмотрите, какие грани, а? Красота. Тут зеркальная полировка с верхней части. Она прям продолжается по боковой верхней части корпуса. И переходит в такой обрез сатинированный. Дальше здесь сатинированная узенькая такая полоска. И дальше рант с зеркальной полировкой. Сверху ранта еще сатинирование. Блин, ну круто, круто. Мощно, объемно, так фундаментально и дорого. И дорого. И браслет. Ну, на такой браслет вот любоваться прям хочется. Посмотрите, какая красота, а. Вот это шикарно. Это круто. По качеству здесь просто перфект. Абсолютно. При том, за сколько эти часы продаются, это, я считаю, что это ниже того, сколько они должны стоить. Но Ильшан мне в разговоре с ним так и сказал, что я умею в материалы, я умею, да, в корпуса, я умею в инновации какие-то технологичные, а вот в маркетинг не очень. Если бы у Ильшана был маркетинг уровня некоторых швейцарских, там, скажем, да, или даже маркетинг ракеты, то Зелосы стоили бы, я думаю, в разы дороже. Очень круто, очень круто. Но что хочу сказать, циферблат надо посмотреть, а потом уже подводить какие-то итоги, потому что, посмотрите, какая красота. Накладные метки, стрелки полускелетонированы, фактура по циферблату шикарная и купольное высокое сапфировое стекло. А? Красотулечка просто. Ну и Веспер здесь, гильёж, конечно, красота, просто шикарно. Более сдержанная модель на самом деле. Ну что, скажу по итогам, мне понравилась эта линейка, мне нравится эта версия именно в размере 39, я примерял 39 и 42, хотя вроде бы на запястье мне окей, ну как-то больше тянуло именно к 39. Яркие, сочные, самобытные, с шикарной отделкой, потрясающие цены, в общем, тут все как всегда у Зелоса, добавить, наверное, даже больше и нечего. На этом у меня все, всем пока, с вами был Дэн, конечно же, увидимся.